Итак, друзья, пришло время для того, чтобы начать рассказывать, только начать, потому что этот рассказ даже не то, что очень долгий, я думаю, его вообще невозможно рассказать полностью, потому что громадная масса материала. Рассказ о том случае, о этой ситуации со Сбербанком и о том, как Сбербанк создал условия, скажем так, в кавычках создал условия, либо без кавычек, непонятно. То есть, может быть, мне что-то понятно, но я не могу, наверное, утверждать это публично, поскольку, называется, больше шансов для человека, который скажет правду, быть обвиненным во лжи. Сбербанк создал такие условия, в результате которых я не только потерял все свои сбережения, которые я берег для того, чтобы жить во Вьетнаме, но и должен выплачивать кредит. Кредит, который оформили мошенники на мое имя через мой личный кабинет. И я постараюсь начать рассказывать об этом. Может быть, какие-то детали я, конечно, забуду. Пока начну просто. Что расскажу, то расскажу. Значит, 21 мая я приехал во Вьетнам. Я приехал в Хо-Ши-Мин, или Сайгон, иначе говоря. До этого, до поездки, безусловно, я решил удостовериться, что я буду иметь доступ к своей банковской карте Сбербанка. Надо сказать, что у меня было с собой еще 2 карты других банков, Райффайзенбанка и Тинькофф. Но, конечно, я больше доверял Сбербанку, потому что я всегда пользовался Сбербанком, это чистая психология. Новые банки, конечно, для меня было, так как я их не знал, я их оформил буквально за несколько дней до поездки, эти карты. Поэтому я не совсем, конечно, был в них уверен. Только мой знакомый, значит, мне посоветовал эти банки, и я взял эти 2 карты. Сейчас, благодаря карте Тинькова, я могу какие-то небольшие переводы получать из России. Не надо думать, что речь идет о больших суммах. Вот. Но со Сбербанком вышла такая история. Тем не менее, я позвонил накануне во все банки, узнав информацию во все 3 банка, карты которых у меня были, и в том числе и в Сбербанк. Значит, 19 мая я позвонил. Так. Или 18 мая накануне. Да, 19 я вылетел, наверное. А 18 я позвонил. У меня, значит, данные есть. Все распечатки, детализации есть. Я звоню в Сбербанк и спрашиваю: моя карта МИР Сбербанка будет ли работать во Вьетнаме? Или же я сказал, я уезжаю за границу, вот такими фразами, в страну, где принимают карты МИР. Потому что я был уверен, что Вьетнам их принимает. Будет ли она там работать? Мне сказали да. Хорошо. Будет ли работать мой Сбербанк онлайн? Допустим, если я буду заходить через компьютер. Мне сказали будет. Проблем нет. За границей, если карта МИР принимается, она будет работать. Если хороший интернет, то Сбербанк онлайн тоже будет работать. Вот так мне сказали. По итогам, я приехал во Вьетнам. Первое время, значит, я еще не знал, где банкомат. Только 25 мая я дошел до банкомата, наконец. Успешно снял с других карт, с карт других банков Райффайзена и Тинькова. Но как только я засунул карту Сбербанка в банкомат, банкомат ее, значит, проглотил и выдал сообщение, что карта заблокирована. Почему заблокирована, непонятно. Отдельная история, как мы ее пытались потом достать, это отдельная история. Мы ее достали посредством банка, которому принадлежит банкомат. Просто работник банка карту вытащил и по паспорту мне и вернул. Вот. Конечно, мы предоставили фотографии карты. Вот. Дальше была такая история. После того, как мне, значит, Сбербанк онлайн заблокировали, карту заблокировали, конечно, у меня все средства на Сбербанке. Конечно, я стал пытаться туда звонить. Я туда позвонил
Надо сказать, что звонок минута стоит 50 рублей 49, да, тут. Поэтому, когда ты просто слушаешь музыку Сбербанка, когда ты звонишь, ты слушаешь сначала как бы вот это меню, и, конечно, тоже должен за это платить. Учитывая, что проблемы были тоже с тем, чтобы дозвониться, ну, позвонил. Также я помню, что звонил своему товарищу, просил его позвонить в Сбербанк и сообщить, что моя карта блокирована. В результате всех этих звонков через товарищей, другой товарищ писал в чате, один товарищ звонил, в Сбербанке им ответили, что только я должен с ними общаться. Конечно, был соблазн сказать, что мой товарищ как бы представился мной, да, но мы не стали так делать. Поэтому мне пришлось самому тратить деньги, самому звонить в Сбербанк. И в Сбербанке мне, значит, сказали, возвращайтесь в Россию, чтобы получить доступ к своим счетам. Называется, и недели не прошло, как я во Вьетнаме, и мне тут предлагают вернуться в Россию. Понимаю, что это мои проблемы, но почему банк не может найти другой способ решения? Поэтому я пытался звонить потом еще раз. На тот раз уже мне сказали, приезжайте в Россию или оформите доверенность. Как оформить доверенность? Я не знал, конечно, что нужно до езда оформить доверенность на кого-то. Потому что как я мог предвидеть такую ситуацию? Не было опыта достаточного. Поэтому доверенность оформлять через посольство. Российское посольство в Хошимине работает очень, скажем так, нехорошо. Почему я так говорю? Потому что я звонил туда несколько раз, и я чувствую отношения. Называется, там футболят по любому вопросу. Это я в России много с этим сталкивался. Если ты что-то приходишь, спрашиваешь в инстанцию, тебе говорят, это не наше дело, мы этим не занимаемся, мы занимаемся другим, обращайтесь туда-то, туда-то, туда-то. Вот примерно так называется футбол. Так и в посольстве футболили по всем вопросам. В Хошимине. Поэтому мы туда ездили. Неприятно, когда тебе, конечно, там ругают, футболят. Это неприятно, когда люди, обладающие какими-то ресурсами и властью, значит, используют это вот в таких формах. Поэтому мы приехали, значит, после этого мы пытались, я еще раз звонил в Сбербанк, мне опять повторили то же самое, приезжайте в Россию или доверенность. Конечно, не раз объяснял, что я не могу вернуться, у меня даже нет денег на билет, чтобы вернуться банально. Вот. И после этого стал искать другие способы, как разблокировать свою карту и свой личный кабинет. В конце концов, я написал пост в группе Вьетнам Ничанг об этой ситуации. Много людей меня поддержало и ругало как бы Сбербанк. И кое-кто посоветовал обратиться в группу ВКонтакте Сбербанка. Я туда написал, они мне дали электронный адрес, сказали написать туда. Я написал на этот электронный адрес. И там все, что мне предложили, это быть на связи в какое-то время, которое я сам укажу. То есть ждать звонка из службы безопасности. Конечно, я знаю, что множество мошенников пользуются тем, что мошенники звонят с обычных мобильных телефонов и даже могут подделать номер телефона Сбербанка 900, как я понимаю, и представляются сотрудниками службы безопасности банка. Поэтому в данном случае банк мне сказал, ждите звонка из службы безопасности, называется то же самое, что делают мошенники. Поэтому я думаю, что мошенники, возможно, и используют это, потому что сам банк рекомендует, как выход из ситуации, ждать звонка из службы безопасности. В ответ на мои вопросы, почему банк блокировал мою карту, банк мне так ответа и не предоставил. Сказали, система заблокировала автоматически. Почему заблокировала, неизвестно. Это вопрос системы. Впоследствии я получил объяснение такое, что из службы омбудсмена банка, что они не могут разглашать значит, секреты работы системы. Вот система заблокировала. Почему заблокировала? Сказать, извините, вам не можем. При этом мне сказали, что консультацию вам дали верную до поездки, но то, что консультация расходится с практикой, как бы тут никого не волнует. Единственное, что они ссылаются на то, что в договоре у меня якобы написано, что система может в любой момент заблокировать
мои карты и личный кабинет. То есть даже в тот момент, когда сотрудник сказал, не будет заблокировано, система может заблокировать. Поэтому называется не верьте сотруднику, верьте системе, да? Которая неизвестно как работает и по каким принципам делает выбор. Какие операции блокирует, какие нет. То есть система блокировала операцию, когда я пытался снять наличные в банкомате. Я владелец карты. И она посчитала эти операции подозрительными. Хотя я предварительно, как полагается, уточнил, позвонив до поездки за границу, уточнил в банке, что я еду за границу, что мне не надо блокировать карту. Потому что я встречал такое правило, обязательно позвонить в банк перед поездкой. Я это все сделал, все это выполнил. Но итог оказался тем же самым. Поэтому, что было далее, я думаю, что мы расскажем в следующем видео.